Телевизоры 43 дюйма это, конечно, хорошо, и прошлый топ многим из вас очень понравился, за что вам, кстати, отдельное спасибо. Но что если хотелось бы диагональ побольше, скажем 50 или даже 55 дюймов с максимальным разрешением 4К, наличием Smart TV и при этом за вменяемую стоимость? Что ж, вы пришли по адресу. Вы на канале Devite и обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, поддержите это видео лайком и начинаем. Если вы по-прежнему не знаете, где можно очень удобно и быстро выбрать себе товар, тогда очень советую воспользоваться сайтом eCatalog. Помимо того, что здесь можно выбрать практически все, что сейчас продается на рынке техники, здесь также есть очень удобный и гибкий подбор по параметрам. Здесь вы можете выставить определенный диапазон цен, отметить наличие необходимых характеристик и уже выбрать из того, что вам подходит. Про каждый товар есть детальное описание, можно узнать, как изменилась цена за все время продаж и посмотреть, в каких магазинах он сейчас продается и по какой цене. А во вкладке аксессуары выбрать все необходимые сопутствующие устройства, которые могут вам понадобиться. Например, в случае с телевизором это кронштейн на стену и кабели подключения внешних устройств. Ссылки на сравнение всех перечисленных мной моделей в этом топе будут в описании. После просмотра обязательно заглядывайте и выбирайте лучшие для вас. И наконец перейдем к выбору моделей. Первая модель от компании LG 50UP7520. Средняя стоимость 42 тысячи рублей или $570. Это самая бюджетная модель в данном топе. Классический современный дизайн, относительно тонкая панель и рамки. Входит в 7-ю серию ЖК-телевизоров, использующих экраны с разрешением 4К и частотой обновления экрана 60 Гц. Поддерживает Filmmaker Mode и HDR форматы HLG Pro и HDR10 Pro. Напоминаю, что Filmmaker Mode отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров, чтобы зритель видел фильм именно таким, каким он был задуман. Есть доступ к Apple TV, Netflix и LG. Интеллектуальный процессор Alpha 5 4-го поколения 4К. Данный процессор устраняет шум в видео, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Изображения же с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, приближаясь к качеству 4К. Система сама понимает, когда, где и как улучшить звук, формируя виртуальный звук вокруг с эффектом полного погружения и кинематографические впечатления от просмотра. Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. В данной модели отсутствует покрытие экрана NanoCell. Вместо нее используется более бюджетная подсветка Direct. Порт HDMI 2.1 отсутствует, но есть поддержка двух портов HDMI 2.0 ERC. Присутствует LAN-порт, оптический аудиовыход, USB, антенны, Wi-Fi и крепление на стену. Базируется на платформе Smart TV под управлением фирменной оболочкой от LG WebOS с множеством приложений и возможностями. Чуть подробнее про выбор Smart TV я рассказывал вот в этом видео, очень советую его к просмотру. И новый пульт Magic Remote с системой наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый и удобный поиск. А технология LG SyncU позволяет легко управлять вашей экосистемой Home с помощью функции распознавания голоса. Одним словом, достойная бюджетная модель, которой вы останетесь довольны от LG. Следующий телевизор от компании Samsung 50AU7120. Средняя стоимость 44 тысячи рублей или $600. Одна из младших моделей семейства Smart TV 4K среднего модельного ряда Samsung 2021 года. Несмотря на то, что модель начального уровня, телевизор достаточно стильный и современный. Изысканный внешний вид с ультратонкими лицевыми рамками, окружающий его экран с полуглянцевым покрытием. Тонкая безрамочная конструкция имеет две прочные ножки и крепление на стену веса 200 на 200. По разъемам 3 HDMI 2.0, один разъем USB 2.0, цифровой оптический выход и слот общего интерфейса CI. Беспроводная связь Wi-Fi и Bluetooth, к интернету можно также подключиться через LAN-порт. Поддерживает функцию прямого беспроводного воспроизведения контента с экранов гаджетов через Wi-Fi по технологиям Miracast или AirPlay.
Функция Tab View, просмотр видео или прослушивание музыки с вашего смартфона на экране телевизора просто как прикосновение. Как только вы коснетесь телевизора вашим смартфоном, телевизор распознает прикосновение и автоматически отобразит на экране контент смартфона. Модель оборудована качественным 49,5 дюймовым экраном. Использована 10-битная VA-матрица с разрешением 4К и светодиодная подсветка Edge LED. Благодаря точному выводу 30-битной цветовой палитры с технологией Pure Color и внушительному уровню яркости, эта модель корректно воспроизводит видео с расширенным динамическим диапазоном в формате HDR10, HDR10+, и HLG. Улучшенная технология интерполяции промежуточных кадров гарантирует высокую плавность и четкость быстрого движения, что принципиально важно для динамических фильмов и зрелищных спортивных трансляций. Процессор Crystal 4K. Интеллектуальный апскейлинг до 4К позволит вам смотреть ваш любимый контент с более низким разрешением в сверхчетком разрешении 4К. Как и все телевизоры Samsung 2021 года, работает под управлением операционной системы Tizen 6.0. Специальный игровой режим Auto Low Latency Mode оптимизирует настройки экрана и уменьшает задержку для комфортного гейминга. А технология Motion Accelerator увеличивает частоту обновления панели до 100 Гц. Имеется два направленных вниз стереодинамика общей мощностью 20 Вт. Но что-то особенного ожидать от него не стоит, поэтому так же как и в прошлом варианте планируйте инвестировать деньги в звуковую панель, соединившись по каналу ERC, либо же какую-нибудь другую звуковую аудиосистему. В конечном итоге AU7120 просто отличная модель за свои деньги, которая может предложить вам много часов повседневного удовольствия от просмотра совершенно любого контента. Следующий не менее интересный бюджетный телевизор уже от компании Philips 50PUS 7956. Средняя стоимость 45 тысяч рублей или плюс-минус $600. Действительно безрамочные тонкие рамки и изящный стильный корпус серого цвета будет отлично смотреться практически в любой комнате. На задней панели расположены все стандартные разъемы: 2 USB 2.0 LAN-порт, 4 HDMI 2.0, 1 оптический аудиовыход, 1 аудиоразъем 3,5 мм, 1 антенна, 1 разъем CI+, 1.4 и совместимо настенное крепление веса 200 на 300. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Диагональ экрана 50 дюймов, глянцевое антибликовое покрытие с максимальным разрешением 3840 на 2160 точек, 4К. Частота обновления экрана 60 Гц, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит. Модель совместима со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Контент с HDR выглядит супер отлично, а функция Ambient обеспечивает полное погружение при просмотре фильмов, сериалов, а также игр. Также премиальное звучание Dolby Atmos для соответствия роскошному изображению. Телевизор Philips оснащен Android TV, который открывает доступ к любому контенту и приложений в Play Market. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и сериалы было еще проще. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Помимо этого, голосовое управление, Google Ассистент и работа с Alexa. Просто отличный недорогой 4К телевизор с Android TV и волшебной подсветкой Ambilight только от Philips. Следующий телевизор снова от компании LG, но уже из другой линейки 50 Nano 75. Средняя стоимость 45 тысяч рублей или плюс-минус $600. Также стильный дизайн, тонкие рамки и телевизор отлично впишется в любой интерьер. 3 разъема HDMI 2.0, 2 USB порта 2.0, оптические аудиовыходы, слот CI, 2 входа для антенн, поддержка Wi-Fi, Bluetooth и крепление на стену веса 200 на 200. Диагональ экрана 50 дюймов, глянцевое антибликовое покрытие с максимальным разрешением 3840 на 2160 точек, 4К. Тип подсветки Direct LED и в отличие от первой модели уже крутой NanoCell дисплей с частотой обновления экрана 60 Гц. В LG NanoCell используется уникальная нанотехнология, позволяющая фильтровать и улучшать качество цветопередачи, удаляя некорректные оттенки, возникающие в RGB сигнале. Благодаря этому вы видите на экране только чистый
чистые и точные цвета, в результате вы можете наслаждаться более насыщенным и реалистичным изображением. Улучшенные технологии HDR и Dolby, а также новый режим просмотра фильмов подарят вам истинное наслаждение от просмотра кино. Режим Filmmaker Mode, разработанная компанией LG технологии расширения динамического диапазона HDR10 Pro, регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, что придает реалистичную четкость любым изображениям и улучшает обычный HDR-контент. Датчик освещенности измеряет окружающее освещение, после чего процессор точно настраивает отображение тонов для оптимальной яркости экрана. Интеллектуальный контроль затемнения и алгоритм компенсации пикселей улучшает контраст, позволяя получать изображение с более глубоким черным цветом. LG SyncU создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще больше удобства и контроль. Также базируется на платформе Smart TV под управлением фирменной оболочки от LG WebOS и различным другим приложениям, доступным в данной оболочке. Отличная модель от LG с крутым NanoCell дисплеем за все еще вменяемые деньги. И последняя интересная модель телевизора от Xiaomi, но уже 55 дюймов Mi TV P1. Средняя стоимость 48 тысяч рублей или плюс-минус $650. На самом деле модель Mi TV P1 является представителем уже среднего ценового сегмента. Выглядит привлекательно, тонкие рамки, небольшие, но при этом устойчивые ножки. По разъемам: один HDMI 2.1 с ERC портом, 2 порта HDMI 2.0, AV вход, пара USB 2.0, вход для наушников, оптический цифровой выход, антенный вход, разъем Ethernet, слот CI, Wi-Fi и Bluetooth, а также возможность крепления на стену веса 300 на 300. Установлено 2 высокочастотных и 2 низкочастотных динамиков. Звуковая система 2.0 CH общей мощностью 20 Вт. Качество звука приемлемое, если уровень сильно не накручивать, в ином же случае будут искажения и слушать будет некомфортно. Но при этом данная модель способна обрабатывать контент со звуком Dolby Audio и DTS HD. Диагональ экрана 55 дюймов, VA матрица с максимальным разрешением 4К, подсветкой Edge LED и частотой обновления экрана 60 Гц. Хорошая естественная контрастность и глубокий черный цвет. При этом яркость экрана средняя и HDR контент не приобретает той эффектности, которую можно наблюдать у Samsung, LG или Sony. Bluetooth пульт не отличается ничем от аналогичных как у Xiaomi, так и у ее конкурентов. В качестве операционной системы выступает Android TV 10 и работает он неплохо. Особенностью Xiaomi Mi TV P1 среди других ЖК-телевизоров на Android является фирменная разработка PatchWall. Данный интерфейс, разработанный Xiaomi, открывает пользователям доступ к приложениям и любимому контенту. PatchWall анализирует чаще всего просматриваемый вами контент и предлагает на основе анализа свои варианты. Но у большинства пользователей от данной оболочки впечатления достаточно смешанные. Где-то приятные, где-то не очень. Есть интересные решения, при этом приложения бывает вылетают. Где-то наоборот работает шустро, поэтому это все нужно тестировать. Xiaomi Mi TV P1 привлекает соотношением цены и производительности, размеру экрана и Android TV. К достоинствам также стоит добавить способность обрабатывать Dolby Vision и HDR10+ контент. Народ, я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось и вы смогли подобрать себе именно тот телевизор, который вам пришелся как по душе, так и по карману. И если это так, тогда обязательно не поленитесь и оцените это видео лайком. Пишите в комментариях, какая модель вам понравилась больше всего, и если есть свой крутой вариант за недорого, то обязательно напишите. Также подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал The White You. До скорого!